Всем привет! Сегодня я хочу представить несколько необычное для моего канала видео из новой рубрики «Имена в науке». Идея записать серию таких роликов пришла ко мне несколько лет назад, когда я преподавала курс методологии научных исследований для аспирантов в Российском университете дружбы народов. Помимо рассказов о предмете, объекте исследования, таких традиционных методах, как синтез, анализ и другие, мне хотелось познакомить, как минимум, наиболее сильных аспирантов с современными методологическими подходами. И я разработала индивидуальное творческое задание, направленное на то, чтобы аспиранты могли познакомиться с методами исследования нобелевских лауреатов. Но, как оказалось, задание было слишком сложным, и даже самые продвинутые аспиранты не пошли дальше википедийных статей. Тогда я поняла, что эта тема достойна обсуждения на широкую аудиторию. Начать я хочу с рассказа об исследованиях Эстер Дюфло, Нобелевского лауреата 2019 года. Это самый вдохновляющий для меня пример. И не только потому, что Эстер– один из самых молодых нобелевских лауреатов. Она получила премию в 46 лет. И не только потому, что она один из немногих лауреатов женщин, а в первую очередь потому, что ее исследования направлены на решение самой острой проблемы современности– проблемы бедности. Итак, Эстер Дюфло родилась в 1972 году в Париже и училась сначала на бакалавриате во Франции. Проблема бедности достаточно рано попала в круг ее интересов, как научных, так и практических. Еще в колледже она часто работала волонтером на различных социальных программах. В магистратуру Эстер поступила в Массачусетский технологический университет в Соединенных Штатах Америки, где под руководством двух профессоров Абхиджита Баннерджи и Майкла Крамера уже занялась проблемами бедности достаточно серьезно. Позже эти профессора стали ее коллегами, а один из них, Абхиджит Баннерджи, стал ее мужем. В 2019 году вся эта троица получила Нобелевскую премию по экономике за развитие экспериментального подхода в борьбе с глобальной бедностью. Давайте рассмотрим, в чем же заключается этот экспериментальный подход. Еще до того, как они начали работать вместе, все трое ученых пришли к выводу, что глобальные национальные стратегии сокращения бедности очень плохо работают. Они создаются в высоких кабинетах по определенному клише и не проходят так называемую последнюю милю, то есть не доходят до конкретных потребителей. Эстер и ее коллеги обратили внимание на то, что при разработке государственных программ развития здравоохранения или образования никто не проверял их эффективность на практике. И часто большие выделенные суммы не приносили желаемого эффекта. Тогда ученые предложили разбивать всю большую проблему на части, то есть делать на самом деле декомпозицию, и проверять эффективность на практике экспериментальным путем перед тем, как масштабировать и использовать такие подходы повсеместно. Чтобы оценить эффективность какой-то реформы или программы, нужно разделить потенциальных участников, точно как в медицинском исследовании, на контрольную и экспериментальную группы, то есть на тех, кто реформой затронут, и на тех, на кого она не подействовала. Это сложная практическая задача, потому что в жизни разбивка на контрольную или экспериментальную группу очень редко встречается. Рассмотрим несколько примеров. Один из известных примеров экспериментов Эстер Дефло и ее команды– это были эксперименты для решения проблемы низкого качества образования в начальных школах Кении. Идея была такая. Разбить школы в определенном регионе на три группы и проверить в каждой группе одну гипотезу. В первой группе проверялась гипотеза о том, что низкое качество образования происходит из-за того, что ученики недостаточно обеспечены методическими пособиями, учебниками, наглядным материалом, досками и так далее и тому подобного. И в первой группе школ все усилия были направлены на то, чтобы решить именно эту проблему– обеспечить детей хорошими учебными пособиями. Вторая гипотеза состояла в том, что дети, которые приходят в школу, они все из бедных семей, и иногда им мешают учиться просто физиологические какие-то факторы. Например, они голодные, или они болеют, или еще что-то такое. Поэтому во второй группе
Все усилия и деньги были направлены на то, чтобы обеспечить детей хорошим питанием в школе. И в третьей группе проверялась гипотеза о том, что дети плохо учатся потому, что недостаточно внимания учителя. В этой группе учителям доплачивали за то, что они работали с отстающими учениками и показывали хорошие результаты по успеваемости в конце своего контракта. Итак, какой же подход оказался наиболее эффективным? Но оказалось, что третий подход достаточно эффективен, потому что обеспечение лучшими учебниками практически ничего не дало и практически никак не повлияло на качество образования. Предоставление хорошего горячего питания в школе, оно немножко улучшило посещаемость, но опять-таки не решило проблему с качеством образования. И только третий подход оказался эффективным. Его далее и масштабировали. Второй пример, который хотелось бы привести, это проблема с вакцинацией детей в сельских районах Индии. Проблема состояла в том, что среди детей был очень низкий уровень вакцинации, менее 2%, что, конечно, приводило к высокой заболеваемости. И еще интересно было здесь факт тот, что, в принципе, эти вакцины были доступны. Они были практически бесплатно предоставлялись в определенных центрах по вакцинации, до которых, правда, нужно было каким-то образом добраться. Итак, эксперимент состоял в том, что более 150 деревень в определенном регионе разбили случайным образом на три группы. Одна из групп была контрольной, то есть в ней ничего не происходило, по-прежнему предлагалась вакцинация традиционным путем. Две другие группы проводились различные действия. В первой группе предоставлялась так называемая мобильная вакцинация, то есть приезжали врачи прямо в деревню, проводили вакцинацию, а во второй группе происходила также мобильная вакцинация, и родителям в качестве такого небольшого поощрительного презента предлагался после вакцинации еще и мешочек чечевицы в качестве маленького подарка. Но оказалось, что третий подход наиболее эффективный. То есть он не только повысил уровень вакцинации детей, но еще и снизил издержки, удельные издержки, потому что приходило больше людей, и вся вот это вот обеспечение мобильности стоило в итоге на одного привитого ребенка гораздо ниже. Причем Эстер Дюфло рассказывает об этом эксперименте в своем выступлении на TED и говорит, что проблема была не в том, что родители были стеснены в средствах на вакцинацию детей, а вакцинация была бесплатной, и те же самые родители были готовы выложить большие суммы денег в том случае, если дети заболевали. То есть проблема была не в том, что родители как-то неправильно относились к вакцинации или не хотели в принципе вакцинировать своих детей. Проблема была в том, что, во-первых, в центрах по вакцинации сотрудники этих центров не всегда достаточно ответственно относились к исполнению своих обязанностей, часто просто прогуливали свою работу, и получилось, что человек добирается из удаленной деревни в этот центр, он закрыт, приходится делать дорогу обратно точно такую же тяжелую и не достигнув цели. Это снижало мотивацию к посещению данных центров. И второй момент. Родители часто откладывали вот эту вот вакцинацию на потом. И вот именно временная раздача вот таких маленьких презентов, она стимулировала их для того, чтобы сделать это именно сейчас. Проведя свои первые эксперименты в начале 2000-х годов в Индии и Индонезии, в дальнейшем Бежит Банерджи и Эстер Дюфло стали активно продвигать свои результаты на разных площадках. Поэтому заслуга Эстер еще и в том, что она не только хороший ученый, но и настоящий инфлюенсер. Доказательство этому– выступления на TED, открытые лекции, интервью. Позднее Биджит Банерджи и Эстер Дюфло основали лабораторию действий по борьбе с бедностью имени Абдулла Латифа Джамиля, которая называется GPAL. И к 2019 году лаборатория уже участвовала в 998 проектах в 84 странах. Политика, разработанная в результате их исследований, повлияла на жизнь более 450 миллионов человек. Лаборатория продолжает свою активную работу и в настоящее время. Зайдя на ее сайт, вы можете самостоятельно найти информацию о различных исследованиях Эстер Дюфло и других ученых, использующих в своей работе экспериментальный подход. Надеюсь, это видео вдохновит вас использовать эксперимент чаще в своих научных исследованиях. Все ссылки вы найдете в описании.